Привет, с вами Данил Тонкопий, и мы сегодня продолжаем ответы на вопросы вместе с лицензированным иммиграционным адвокатом по поводу изменений, которые произошли в иммиграционном законодательстве в 2025-2026 году. Сегодня у нас вторая часть вопросов и ответов. Если вы пропустили первый выпуск, то, пожалуйста, по ссылке в описании переходите и задавайте ваши вопросы, мы обязательно на все ответим. Татьяна, добрый день. Добрый день, здравствуйте, Данил, здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сейчас, наверное, все или большинство используют в том или ином виде AI, искусственный интеллект. Использует ли USCIS какие-то инструменты для того, чтобы определить, написана ли петиция или рекомендательные письма, или бизнес-план с помощью AI? Какие могут быть последствия? Приводит ли это к автоматическому отказу или к RFI? Какие сейчас сегодняшние реалии? Прежде всего, я считаю, что AI при разумном использовании – это очень полезный инструмент для того, чтобы, например, составлять какие-то тексты чуть более быстро, чем просто с помощью Word. Я бы сравнила это с переходом с пишущей машинки на компьютер. Это тоже была своего рода очень большая революция. USCIS не дисквалифицирует тексты, написанные с помощью искусственного интеллекта каким-то образом, кроме текстов, которые представляются заявителем как его собственные публикации. Вот здесь к нам приходили люди, например, на консультацию с каким-то кейсом, который они подали самостоятельно или с кем-то еще, с таким запросом, что ваша публикация, мы почитали ваши публикации, и мы видим, что ваши публикации написаны с помощью AI. Вот такая претензия действительно появлялась. Поэтому, если человек представляет в иммиграционную службу какой-то материал, который был опубликован от его имени, как его, например, научная статья, и выясняется, что содержания там особенно нет, а просто это какая-то выжимка из какого-то искусственного интеллекта и так далее, то вот такие вещи, естественно, считаются вводящими миграционную службу в заблуждение. Если вы пишете свое заявление, например, свои показания в поддержку вашего кейса, используя программы искусственного интеллекта, для того, чтобы, например, более быстро это написать, более детально это написать, отредактировать ваш текст более презентабельным образом, я считаю, что вполне допустимая тактика, но, естественно, заявитель должен все это прочесть, каждое слово выверить, каждое слово должно, собственно, быть его показаниями, его содержанием. Это же касается и рекомендательных писем. Ваши рекомендатели могут использовать программы искусственного интеллекта, но потом они должны обязательно все это внимательно прочесть, убрать что-то, что, по их мнению, может быть, не соответствует действительности, и должны быть готовы подписаться под каждым словом, что, собственно говоря, они и делают, когда подписывают письма, и это то, что делает заявитель, когда подписывает свое собственное заявление. Поэтому как инструмент AI, безусловно, имеет место, в этой работе, но, конечно, если у человека нет содержания, если человек вместо того, чтобы дать ей задание описать что-то, что он сам знает, просто говорит, что, дорогой, придумай-ка мне что-нибудь, вот тут это к успеху не приведет, потому что ничего хорошего AI не придумает, а все, что будет вызывать у офицера вопросы, как правило, приведет действительно либо к отказу, либо, что еще хуже, к обвинениям в обмане. Поэтому, безусловно, AI можно использовать только как помощника, но не как замену содержанию вашего кейса. Вот что касается рекомендательных писем, существует мнение, что письма от коллег из своей страны, они имеют меньший вес, чем рекомендатели из Европы и США. Так это или нет? И сразу еще один вопрос. Стоит ли указывать, что это письмо для офицера USCIS, или это понижает приоритет письма? Дело в том, что я помню, при, например, администрации Буша довольно часто приходили такие довольно ехидные запросы заявителям, которые подавали рекомендательные письма от людей, явно своей же национальности, в которых чувствовалась такая претензия, что это, наверное, какие-то ваши друзья или знакомые, которые, скажем так, не объективно пишут вам эти письма, а просто по дружбе что-то вам такое пишут. То есть доверие к таким рекомендателям считалось сниженным.
Последние годы, например, вот при Байдене такая придирка мне не встречалась. Но никто не гарантирует, что она не возникнет снова у каких-то офицеров. Возвращаясь к критериям на EB-1, один из очень важных критериев или параметров, скажем так, этой петиции – это международная известность. И вообще известность, широкая известность в своей области. Поэтому, безусловно, если человеку подписывают рекомендательные письма на эксперты в его области не только в его стране, но и за пределами этой страны, это говорит о более широкой известности. Но, скажем так, если вы просто возьмете рекомендацию у человека, который доверия не вызывает, но является при этом гражданином Соединенных Штатов, вряд ли это поможет вашей петиции. Если человек действительно эксперт, то, безусловно, его экспертность повышает доверие к вам и к вашей петиции тоже. Поэтому вот с этой точки зрения, безусловно, важно давать рекомендательные письма довольно широкого спектра свидетелей или экспертов. И также я помню времена, когда иммиграционная служба в своих requests for evidence, то есть в запросах на дополнительную информацию, придиралась именно к тому моменту, что в письме не было указано, что данное письмо предоставлено именно по поводу данной иммиграционной петиции. И с точки зрения иммиграционного офицера это снижало доверие к показаниям, поскольку офицер писал, что вот ваш рекомендатель не понимает серьезности ситуации и даже не указывает, что он дает это письмо именно для иммиграционной службы, как бы намекая на то, что, возможно, если бы рекомендатель знал, куда он пишет, он бы по-другому, может быть, что-то написал. То есть здесь нет золотой середины. Безусловно, я считаю, что честность и открытость заявителей в данных петициях очень важна. Поэтому если вы берете у свидетеля показания по какому-то делу, хорошо бы указать, по какому делу вы берете эти показания. Берете у эксперта письмо в поддержку петиции EB-1, безусловно, стоит указать, что вот рекомендатель понимает, что его показания идут в иммиграционную службу, являются показаниями по данному вопросу. Однако вот чего стоит избегать, это мнений и, скажем так, конклюзивных заявлений, то есть выводов, которые, по идее, должен делать иммиграционный офицер. Если иммиграционный офицер должен определить, являетесь вы лицом с выдающимися способностями и нужно ли одобрить вашу петицию, то не стоит вот эти все выводы делать за офицера в этих рекомендательных письмах. То есть вашему рекомендателю не стоит писать, что вы подходите определенно под какой-то критерий. Это задача офицера определить, подходите под критерий или нет. Ваш рекомендатель может написать, что он считает, что, возможно, вы подходите. А это немножко другая вещь. То есть выводы, которые все-таки являются юридическими заключениями, должен делать офицер, и вот заявитель и его рекомендатели, не должны, скажем так, за офицера вот влезать на его территорию и за него эти выводы делать. Вот здесь надо быть осторожным. Трамп во время своей нынешней каденции ввел много изменений в иммиграционное законодательство, и одно из таких изменений – это новости о введении золотой карты, когда грин-карта выдается только за инвестиции в размере от 1 до 5 миллионов долларов безвозвратно. Работает ли эта золотая карта уже? Какие условия ее работы? И если сейчас еще не вступила в силу, то как она планируется, что будет работать? Вопрос, конечно, интересный. Вы употребили слово «инвестиции», но на самом деле в указе, который создал эту категорию, написано, что это donation, то есть это подарок. А подарки, как известно, не возвращают. Значит, на сегодняшний день опубликована форма, которую можно заполнить, опубликована стоимость рассмотрения заявки $15 тысяч, тоже серьезная довольно сумма. И дело в том, что данная категория абсолютно не соответствует никаким юридическим стандартам. Создать такую вот золотую карту простым указом президента невозможно. Это тот уровень изменений в иммиграционное законодательство, который должен проводить Конгресс. Поэтому с достаточно большой вероятностью, если кто-то и воспользуется этой опцией, хотя вот мне еще не попадались люди, которые хотели бы воспользоваться такой странной опцией, сделать такой странный подарок американской казне в $1 миллион, значит, даже если человек получает эту золотую карту, совершенно нет гарантии того, что эту карту у него не отберут.
Грин-карту можно отозвать, отобрать. Есть такая процедура rescission, когда можно ваш постоянный статус rescind. И, соответственно, потерять ее очень легко при смене власти, при определенном юридическом решении. Я знаю как минимум об одном иске, который был подан с требованием признать вот эту вот золотую карту незаконной. Ассоциация профессоров американских университетов подала в федеральный суд заявку с требованием признать незаконным вот это вот изъятие виз, а количество виз у нас ограничено, у нас ограниченное количество мест, поэтому какие-то визы должны быть отобраны у вот профессоров, у людей, которые претендуют на категории и B1, и B2, и проданы фактически за $1 миллион. Значит, вот ассоциация подала в суд с требованием признать это действие незаконным. Поэтому посмотрим, чем кончится этот иск, но он показывает, что, в общем, положение этой золотой карты довольно шаткое, и, возможно, это будет просто такой очень дорогой кусочек пластика. Еще одна из новостей от администрации Трампа, а конкретно от министра торговли Говарда Латника, то, что планируется заморозить каким-то образом категории и B1, и B2. Возможно ли такая заморозка программы B1 и B2? И если да, то как это повлияет на те кейсы, которые подаются сейчас, которые в рассмотрении, которые одобрены? Есть ли риск, что одобренные в 2026 году петиции аннулируют или ведут пошлины задним числом? Как вы считаете, вот, судя по вашему опыту? Судя по тому, что судебная система в Соединенных Штатах продолжает работать, и после того, как президент Трамп вступил в свои права, и судя по тому, что исполнительная власть исполняет судебные решения, это невозможно. Прежде всего, на сегодняшний момент мы видим, что заявки рассматриваются, одобряются, никакой заморозки не наблюдается. И более того, вот иски, как тот иск, о котором мы сейчас говорили, иск, поданный Ассоциацией американских профессоров университетских, собственно говоря, и опирается на вот подобного рода заявления о всяких заморозках как аргумент для того, чтобы объявить незаконным вот всю эту ситуацию с золотыми картами. Поэтому, скорее всего, никаких заморозок не будет. Даже если что-то такое будет происходить, то сразу будет подан очередной иск или, возможно, аргументы новые появятся в уже ранее поданных исках. И, скорее всего, не будет происходить того, что вы описали. Поэтому я не думаю, что заявителям стоит волноваться. Такие решения эпохальные, как отмена каких-то иммиграционных категорий, заморозка иммиграционных категорий, это все должен решать Конгресс. Если все это не было сделано правильным образом, то юридической силы у всех этих заявлений не будет. Административные проверки. Правда ли, что в последние месяцы административных проверок стало больше, и особенно если профессия связана, например, с искусственным интеллектом? Есть ли какой-то список таких тем? Стоит ли заявителям намеренно скрывать свой опыт, ну, например, в искусственном интеллекте, чтобы не попасть на такие проверки? Список, безусловно, существует. Это так называемый TAL list, список TAL. Вы можете найти его на интернете, ознакомиться. Проверки людей, которые обладали экспертизой, скажем так, либо потенциально опасной или двойного применения, в принципе, существовали всегда. Я думаю, что при администрации Трампа они усилились просто потому, что, в принципе, общая такая административная паранойя в иммиграционных органах сейчас у нас усилилась во всех отношениях, и в этом тоже. Вот, но, тем не менее, скрывать что-то от консульства или от американских иммиграционных органов, безусловно, не стоит даже и пытаться, поскольку если будет обнаружено, что вы что-то скрыли, то тогда уже не просто будет какая-то административная проверка, а если вы находитесь в Америке, дело может дойти и до криминальных обвинений, и человека могут начать подозревать в шпионаже и в чем-то таком злонамеренном. Поэтому, безусловно, если это проверка, если это задержки, то нужно это пережить. Действительно, страна имеет право проверить тех людей, которые собираются в нее въехать, и
точно так же, как и вы не всякого и каждого пускаете к себе в свой дом, так и Соединенные Штаты имеют на это право, и нужно проходить эти проверки, если они есть, и не пытаться каким-то образом обмануть государство. Хотя, безусловно, если проверки начинают занимать какое-то совершенно уже неразумное время, unreasonable time, существует возможность подачи петиции в федеральный суд, называется Petition for Writ of Mandamus, в ходе которой заявитель может потребовать от правительства Соединенных Штатов все-таки вынести решение по его вопросу, заявляя, что вот проверка действительно уже превышает все разумные сроки. Обычно это делается, если есть американский работодатель, который ждет данного заявителя, и, фактически работа теряется у человека, но можно и подавать эту петицию, если человек сам на себя подавал документы. То есть это все возможно, это делается с переменным успехом, разные судьи федеральные относятся к этому по-разному, но, в принципе, такое действие возможно. Депортация. Существует ли сейчас риск, что если откажут в петиции I-140 или смене статуса I-485, то сразу же придет NTA, Notice to Appear, то есть вызов в иммиграционный суд для возможной депортации? Да, риск такой, к сожалению, сейчас появился при администрации Трампа. Раньше при предыдущей администрации такого риска не было. Вот сейчас администрация Трампа ввела новое правило, согласно которому, если иммиграционный офицер отказывает человеку, в абсолютно любой петиции, не обязательно в даже петиции на выдачу грин-карты или на adjustment of status. Например, если человек просто подал петицию I-140 на иммиграционную визу, и при этом у него нет статуса, но, например, он законно находится, ожидает решения по политическому убежищу, например, то действительно отказ в этой петиции может привести к тому, что данному заявителю будет выдан notice to appear, и его дело будет передано в Executive Office for Immigration Review, то есть в иммиграционный суд. Это не значит, что человека непременно депортируют, но это значит, что иммиграционная служба больше не будет иметь юрисдикции, например, над его делом на убежище. Ему придется свое дело на убежище представлять уже в иммиграционном суде. Поэтому, безусловно, не стоит подавать какие-то петиции, которые не имеют под собой хороших оснований, если вы не хотите побыстрее оказаться перед лицом иммиграционного судьи. А если человек получает отказ по смене статуса I-485, будет ли его статус считаться нелегальным с момента истечения визы, по которой он находился, или период ожидания решения все-таки считается авторизированным, authorized stay, то есть авторизованным нахождением в Америке? Поскольку в американском иммиграционном законодательстве есть два разных понятия, которые с точки зрения не юриста означают, наверное, одно и то же. На самом деле это совершенно разные вещи. Итак, есть понятие статус, а есть понятие lawful presence, законное присутствие. И вот это два разных понятия. Если человек приезжает в страну, например, по визе B2, туристической визе, он получает достаточно часто форму I-94, то есть статус на 6 месяцев. В этом случае его статус составляет 6 месяцев. Если человек подал до истечения этих 6 месяцев заявку, например, на adjustment of status, или если он подал заявку на убежище, он получает то, что называется lawful presence, то есть он находится законно и не накапливает unlawful presence. Соответственно, если вдруг в заявке отказано, например, в заявке на adjustment of status, то статус у человека, вот как он истек через 6 месяцев после его въезда в страну, так он и не возобновился. Но весь период времени, когда человек ожидал решения по своей 485-й форме заявки на adjustment of status, это пребывание считается законным, lawful presence. Поэтому, например, если человек получил отказ в петиции на adjustment of status и выехал из страны, и, например, выиграл лотерею Green Card, или оформил себе документы на L1 визу для того, чтобы вернуться в Америку. Виза двойного намерения допускает намерение иммиграционное и позволяет вернуться, даже если у вас был отказ в форме на adjustment of status. Значит, в этом случае у человека не накопился unlawful presence, который не позволил бы ему вернуться в страну. У нас есть правило, по которому если человек накопил больше, чем полгода unlawful presence до 1 года, то тогда он не может вернуться в страну в течение 3 лет,
А если больше 1 года человек накопил unlawful presence, то он не может вернуться в Соединенные Штаты 10 лет. Так вот, этого запрета на возвращение у человека не будет, если его unlawful presence не составил больше, чем 180 дней. Поэтому статуса у человека нет, lawful presence у него есть, и возможность возвращения, если он выехал, тоже сохраняется, если у него будет право на возвращение. Новые правила оплаты в USCIS. С октября USCIS перестал принимать бумажные чеки и money orders, в частности, петиции I-140, I-485. Скажите, пожалуйста, как надо теперь оплачивать госпошлины? Теперь нужно заполнять формы. Формы существуют на сайте иммиграционной службы, и в этих формах заявитель должен заполнить данные либо своей кредит-карты, либо своего банковского счета в Соединенных Штатах. Соответственно, нужно заполнить данные, подписать, и иммиграционная служба будет снимать деньги с либо кредит-карты, либо банковского счета. Мы советуем всем заявителям заполнять это все на компьютере, а не от руки, поскольку иммиграционная служба, насколько вот мы поняли, использует какие-то считыватели, которые, если заполнено от руки, считывают неправильно. Поэтому заполняйте все на компьютере, используйте более крупный шрифт, такой, чтобы ваши кредит-карты или банковские счета пропустили оплату, поскольку если иммиграционная служба оплату не принимает, то дело вернется вам назад, но не очень скоро, может даже месяц или 2 возвращаться. Поэтому все должно быть очень четко и разборчиво заполнено. Ну и, естественно, стоит предупредить свою кредит-карту или свой банк, что такая транзакция может быть, чтобы это не было для них сюрпризом. А как быть людям, если они находятся не в США и у них нет американского банковского счета? То как им оплачивать? Могут ли они ввести данные своих банковских реквизитов или карт в своей стране, допустим, в Казахстане или в другой стране? Дело в том, что форма, которую предлагает USCIS, она предназначена для оплаты только со счета в американском банке. Поэтому либо можно использовать кредит-карту, либо договариваться, возможно, с вашим юристом, с вашим адвокатом, чтобы оплата шла через их счета, и в этом случае вы предоплачиваете, а юрист оплачивает в USCIS. Стоит ли правильно вообще разбивать оплату на разные транзакции, или можно все одной суммой оплатить? Ну, например, за петицию I-140, за премиум процессинг ускорения, или, например, за разных членов семьи. Как вы рекомендуете? Мы рекомендуем делать проплату за каждую итерацию, за каждую форму, за каждый шаг отдельно, поскольку если либо вы совершите какую-то ошибку, либо иммиграционная служба что-нибудь не так посчитает, в этом случае проплата может не пройти, и кейс вернется. Поэтому мы советуем каждый шаг, каждую форму, каждую петицию оплачивать отдельно. До конца 2025 года можно было подавать формы I-485 только в бумажном виде. Но сейчас появилась возможность онлайн-загрузки. И это, на самом деле, огромная разница, потому что формы I-140 вместе с кейсом иногда составляло больше 1000 страниц. Нужно ли сейчас в обязательном порядке заполнять онлайн? Или существуют оба варианта? И как вообще сейчас это работает? Формы можно заполнять онлайн. Я считаю, что это, в общем-то, вопрос преференции каждого, кто подает документы. Я сильно подозреваю, что в какой-то момент все это станет обязательным к подаче онлайн, к этому все идет, но пока USCIS принимает документы и онлайн, и по почте. И каждый решает для себя. Кто-то имеет уже документы в распечатанном виде, ему так удобнее и привычнее, кто-то все это складывает онлайн и подает онлайн. Это вопрос личных преференций, и та, и другая опция работает. Мы не заметили каких-то серьезных проблем, скажем так, с подачей этих форм, но посмотрим, как это будет работать. Каждый для себя определяет, что ему удобно. А если человек подает онлайн, то как быть с доказательствами, которые требуют живого оригинального документа, например, там, живой подписи или фотографии? Достаточно ли загрузить сканы, или нужно потом дослать, или USCIS потом их запросит? Как это работает? Дело в том, что иммиграционная служба объявила, что не будет принимать фотографии, сделанные самими заявителями, а будет фотографии теперь брать во время биометрических аппоинтментов.
Поэтому фотографии, если вы имеете в виду фотографии вот такие 5 на 5 сантиметров, как на американский паспорт формата, то такие фотографии больше не нужны. А что касается, например, медицинской формы медобследования, которая традиционно подавалась в иммиграционную службу в запечатанном конверте, вот тут иммиграционная служба прямо написала на своем сайте, что можно эту форму открыть, хотя раньше это было абсолютное табу, просканировать и загрузить. И иммиграционная служба может потом запросить оригинал. Это же относится и к формам, когда вы посылаете формы, подписанные в виде скана, например, вашу форму 140-ю, 485-ю, вы распечатали, подписали, просканировали, сохраняйте оригинал, поскольку иммиграционная служба имеет право этот оригинал запросить. Но надо сказать, что вот за несколько лет, начиная с ковида, когда начался прием вот этих просканированных документов, пока не запрашивали ни разу, но стоит все равно сохранять, поскольку в инструкциях написано «мы можем запросить». Вопросы по разрешению на работу. Раньше работало автоматическое продление разрешения на работу, Employment Authorization Document, на 540 дней. Но недавно произошли изменения. Вы могли бы сказать, как это сейчас работает? Да, это было очень удобно. Заявители могли подать свои заявки на продление права на работу, получить квитанцию и не волноваться о том, что их предыдущее право на работу истечет. В настоящий момент это продление было отменено указом президента Трампа, и сейчас мы советуем всем заявителям пораньше подавать на продление своих документов на право на работу, как минимум вот за 6 месяцев можно подать эту заявку, вот за 6 месяцев ее и стоит подавать. И в этом случае есть вероятность, что вы все-таки успеете получить свои документы до их истечения. Автоматическое продление было отменено практически для всех, за исключением тех, у кого есть статус ТПС, статус беженца, ну, еще пара статусов, значит, в общем и целом, например, для людей, у которых есть пароль ЮФУ, вот, к сожалению, для них автоматического продления права на работу нет. Это очень печально, очень жаль, что наша администрация приняла такое решение, но вот оно такое, какое оно есть. А можно ли продолжать работать, если старая карточка истекла, а новая по I-765 еще не пришла? Ну вот если у вас есть статус ТПС, и вы вовремя подали на продление до конца вашего статуса, вы подали на продление, то в этом случае автоматическое продление сохраняется. Если у вас, например, статус ЮФУ, то, к сожалению, нет, работать нельзя. И это будет нарушением, это будет employment without authorization. Раньше выдавали комбо-карты Employment Authorization и Advance пароль, то есть право на работу и право на выезд, на въезд, сроком на 5 лет. А сейчас это правило еще работает или его изменили? Правила изменили, теперь карточки выдаются на срок 18 месяцев, как правило, и мы замечаем, что все больше и больше приходит отдельно карточка права на работу и отдельно документ на путешествие, то есть адванс-пароль. Почему это так, мы не знаем, но вот замечаем, что комбинировать эти два документа в одном USCIS делает это все меньше и меньше, все реже и реже. Мы прошли, на самом деле, огромное количество вопросов от наших подписчиков. Прошли вопросы по Employment Authorization, по новым визам, по изменениям в связи с приходом новой администрации, по О1 и Б1. Татьяна, как вы считаете, каких изменений стоит ожидать в сфере иммиграции в 2026 году? Я боюсь, что изменений стоит ожидать к худшему. Очень надеюсь, что этого не произойдет, что весь свой антииммиграционный заряд и запал президент Трамп уже израсходовал. Посмотрим, что будет происходить. Судя по, скажем так, протестам против действий ICE, возможно, градус арестов немножко спадет, градус вот этого закошмаривания иностранцев и иммигрантов каким-то образом спадет. Посмотрим, это только наши надежды, и будем надеяться, что президент Трамп сменит гнев на милость. И я надеюсь, что с вашей помощью люди будут лучше разбираться в вопросах, и что все визы будут одобрены. Спасибо вам еще раз. Спасибо вам за вопросы и за внимание. Спасибо слушателям.